Друзья, здравствуйте! Вы на канале про часы. В этом видео мы посмотрим на одни из первых часов, выпущенных в Советском Союзе. Это легендарные кировские. Конкретно эта модель имеет и свою собственную историю. Часы наградные. Как указано на задней крышке, за точное выполнение приказов интенданту второго ранга Гинзбургу СД от генерал-лейтенанта Гусева. И не случайно видео выходит именно сейчас. 27 января отмечается день снятия блокады Ленинграда. Это одно из самых значимых событий Великой Отечественной войны. В период с сентября 1941 по апрель 1944 Дмитрий Николаевич Гусев – начальник штаба Ленинградского фронта. Именно он разрабатывал план прорыва блокады под кодовым названием «Искра», а также по инициативе Гусева в осажденный город по замерзшему Ладожскому озеру в ноябре 1941 года была проложена дорога жизни, по которой Ленинград снабжали боеприпасами и продовольствием, эвакуировали из осажденного города детей, стариков и женщин. А вот личность Гинзбурга, к сожалению, точно установить не удалось. По информации, которую я смог найти в открытых источниках, это скорее всего Соломон Давидович, 1902 года рождения, который служил в это время в интендантской службе на Ленинградском фронте. Но информации слишком мало. Возможно, что-то до сих пор остается под грифом «секретно». И сами часы, на которые нанесена эта надпись, попали случайно, и владельцы, увы, подлинного происхождения не знают. Тем не менее, эти часы несут в себе память о тех жутких событиях и героических поступках. Если у вас вдруг есть какая-то более детальная информация, поделитесь в комментариях. Возможно, сможем восстановить пробелы в истории вместе. Ну а теперь предлагаю более детально рассмотреть эти часы. Сейчас они в очень хорошем состоянии, прошли восстановление в мастерской Триумф Винтаж и были любезно предоставлены для обзора. И на некоторые фотографии процесса восстановления посмотрим в этом видео. Итак, к часам. Собственно, это карманные часы. Выпущенный на первом московском часовом заводе, тогда он назывался Первый государственный часовой завод имени Кирова. И этот логотип мы и видим на циферблате. Часы классические, 2 стрелки и малая секунда у позиции 6 часов. Красивая печать на циферблате и, конечно, есть следы грязи, которые уже не удалить, но зато это оригинальный циферблат, которому уже 80 лет. Заводная головка в стандартной позиции карманных часов у отметки 12. Давайте вытянем заводную головку и можем вращать стрелки часов. Заведем часы и посмотрим на ход 80-летнего механизма. Звук у них действительно завораживающий. В часах установлено выпуклое акриловое стекло, которое имеет вот это прекрасное винтажное преломление. Корпус здесь выполнен из латуни, покрыт хромом и удивительно прекрасно сохранился до наших дней. Что касается габаритов, часы весьма компактные. Диаметр корпуса составляет 49 мм, толщина 15,5 мм. Сегодня и наручные часы бывают большего размера. Красивый циферблат на этих часах, и мне очень нравится форма стрелок. Ну что, давайте откроем часы. Крышка очень легко снимается, и на внутренней стороне даже здесь есть перлаж. Хорошо смотрится, действительно уникально. И давайте детальнее рассмотрим механизм. Механизм здесь отечественный, выпущен во втором квартале 1941 года на 15 камнях. На мостах видим довольно симпатичный декор. Собственно, более поздние российские механизмы делали уже совершенно без декора, но, как видим, тогда, в первой половине 20 века, это было важно. И обратите внимание на ход механизма. Он кажется совершенно простой, без усложнений. За счет крупных размеров можно прекрасно наблюдать за движением всех шестеренок. И что поражает больше всего, этому механизму 80 лет, и при том, что часы совершенно не имеют водозащиты, не приспособлены к суровым условиям, они прошли войну и сейчас исправно работают. И на мостах мы можем увидеть штампы: 15 камней тип 1, логотип завода, дату производства 2.41, что означает второй квартал 1941 года, и номер механизма.
Как я уже говорил, часы прошли полное восстановление в мастерскую Triumph Vintage, и можем посмотреть фотографии некоторых этапов восстановления. Кстати, если у вас есть часы, требующие реставрации, или хотите прикупить себе винтажную модель, рекомендую обратиться именно к этим ребятам, ссылка, как всегда, будет в описании к этому ролику. Ну что, друзья, часы и правда очень интересные, со своей особой историей, и мне было очень приятно на них посмотреть и показать вам. Пишите в комментариях ваше мнение о этих часах, обсудим вместе. Спасибо за просмотр, до новых встреч на канале, пока!